Приветствую вас, добрые люди! Сегодня речь пойдет о садовом инструменте, вернее о секаторах, поэтому идем в наш садовый домик или помещение для хозпомещения. И вот так оно у нас устроено. Тут у нас бардак, завал. Все хозяйственные прибамбасы у нас находятся вот здесь вот. Химия, садовый инструмент. Нашла свое место моя новая коса. В очередной раз огромное спасибо Марьяну Познаху за подарок защита для лица. Здесь у меня все для косы. Удобрения. Ну и бардак. То есть, в принципе, все это вот так вот у нас обостроено. Вот это нужная вещь. Классная вещь. Ладно, сегодня у нас о садовых режущих инструментах. Здесь у нас лопаты, всякие штуки, садовые ножницы и так далее. Все это у нас фирмы Gardena, но сегодня у нас речь о секаторах. Вот столько вот у нас секаторов. И в принципе сегодня попробую высказать. Я не буду делать обзор, я не буду говорить, какой лучший. Я просто дам информацию по каждому из них. Я не люблю видео, которые часто встречаются в YouTube. Самый лучший секатор. Не покупайте секатор, пока не посмотрите. Это мое мнение. Нет единого хорошего или плохого секатора. Все они в своем роде хороши для определенной работы. Поэтому, в принципе, у нас вот их вот столько. То есть, вот он, ряд секаторов. И уважаемые секаторы имеют свое отдельное место. Уважаемые секаторы — это у нас вот 5 штук. Один сейчас находится в другом доме. Ну, о нем речь тоже пойдет теоретически, но показывать я вам его не смогу. Поехали. В общем, я их приготовил здесь. Пойдем по ним, скажем, по отдельности. На вот эту вот пачку я не сильно много времени буду тратить, потому что вы понимаете, это не стоит сильного внимания. Приготовил ветки свежесрезанной яблони. А вот это постараюсь осветить поподробнее. Поехали. В общем, смотрите. В наличии у нас вот такие вот обыкновенные копеечные ножницы по зеленым операциям, где не жалко. То есть они свою деятельность выполняют неплохо. Им уже, наверное, я не знаю, лет 6-7, и в принципе все нормально. Я их не чищу, за ними не ухаживаю. Вот как есть, так есть. Что-то будет, просто выброшу. Но скорее всего это произойдет не скоро, потому что здесь нечему выходить из строя, и по дереву мы ими не работаем. Что касается вот этого, это было куплено зимой этого года в эпицентре на скорую руку, потому что мне нужно было именно вот такие и срочно. Поэтому Света поехала в эпицентр и купила вот это. Честно говоря, я не понимал, почему в комментариях с меня стебаются и говорят: центр инструмент, а потом я понял, потому что это российский производитель. Я понимаю, что это Китай, но брендирование российское, насколько я понял. И я удивлен,
почему до сих пор в эпицентре продаются российские вещи. В общем, смотрите, уже болт отпал и потерялся. Я нашел гаечку и болтик. Его оригинальные выпали незаметно для меня на две части. Это все распалось, и я не смог их найти. В итоге там был такой специальный болт. Сейчас это все выглядит вот так. За 2 месяца работы он ужасно тупым стал. Отработал он около, наверное, 1000 резов. Нет, не 1000, больше резов. И сейчас, в общем-то, он уже, ну, не такой, как был в молодости. Хотя ему всего лишь полгода. Ну, свое отслужил за 300-400 гривен. И сейчас он используется там... Да нигде не используется. Лежит и лежит. Знаменитый Фискарс, который уже, наверное, тоже нужно выбросить. Ему очень-очень много лет. Я его затачиваю, чищу. Видите, он чистенький. Затачиваю его. Это один из любимых секаторов моей Светы. Все она никак мне не дает его выбросить. Говорит, не трожь, это мое. И она до сих пор не понимает, что его уже пора выбросить. И изначально я считаю, когда уже начал понимать более-менее в секаторах, что, ну, я бы его уже больше не купил. Давайте так. Потому что заточку держит недолго. Ну, не знаю. Опять-таки, как и по поводу опрыскивателя, не стоит он своих денег. Деньги вы отдаете за раздутый бренд Фискарс. По поводу Фискарса, Геннадий Григорьевич, извините меня, пожалуйста, я знаю, как вы к Фискарсу относитесь, но у меня о Фискарсе, в общем-то, не очень хорошие впечатления. Но ради справедливости из Фискарса у меня только вот этот секатор, больше ничего, потому что весь остальной инструмент у нас других брендов. Поэтому, скорее всего, мое мнение не объективно, а субъективно. Но это именно Фискарс, он старенький, но не то. Вот это два моих любимчика, неубивайки. Очень, я считаю, цена-качество — это труперы. Мексиканский бренд, рынок для Америки. Конечно же, они сделаны в Китае, но ржавейка, требует ухода и заточки. Я их постоянно вот чищу, затачиваю, смазываю. Но я люблю секаторы вот такого типа ретро-секаторы, модные, с ручками, со всеми делами, с поворотными ручками. Здесь, наверное, именно субъективная привязанность к вот этому традиционному инструменту. Мне нравятся традиционные формы, ретро-формы садового инструмента. Тут уже работает психология. Очень мне нравятся вот эти два аппарата. Это ножницы для винограда, неубиваемые, очень острые. Я их постоянно держу в должном образе. Тоже чищу, затачиваю, смазываю. Еще раз, цена, качество. Трупер, мексиканский бренд. В основном они делают для рынка США. Но, скорее всего, они производятся в Китае. И вот эти вот
4, вернее 5. Один уехал сейчас в другой дом, но я про него тоже буду рассказывать. У нас есть 5 моих любимчиков. Это японский инструмент, и скорее всего многим он знаком, наверное, кроме вот этого. Остальные, в принципе, могут их знать в лицо и много людей их иметь, особенно вот этот. Итак, начнем по порядку с каждого. Сначала в общем, наверное, а потом по порядку по каждому из них. Переходим к следующему. Переходим именно к Кашинокозой Ханукамагаве. То бишь, почему? Смотрите, у этих двух секаторов, скажем так, японский традиционный инженерный шедевр под названием Хамагури-ба. Это традиционный японский профиль заточки лезвия в форме линзы, который называется Хамагури-га. Вот, если вы посмотрите, у него лезвие идет выпуклое вот так и вот так вот. Форма линзы, закругленная. То есть вот здесь вот толстая и идет на уточнение в форме линзы. То бишь слово хамагури — это японское название морской двустворчатой ракушки. Хамы, чьи створки обладают характерной плавной выпуклой формой. Аба это то есть хамагури. Аба это означает лезвие по-японски. То есть хамагури, то есть ба, то есть лезвие в форме моллюска, там ракушки. Режущая, ба это еще режущая кромка. И принципиальное отличие вот этого хамагури ба от обычного клиновидного профиля, вот как у этого клиновидный профиль, ну и здесь клиновидный, и как в принципе у всех европейских секаторов, состоит в том, что стенки лезвия не идут прямо к кромке, а плавно округляются наружу, образуя выпуклую линзу. Именно эта геометрия обеспечивает 3 уникальных преимущества. Первое преимущество — это эффект колуна. Когда лезвие с профилем ракушки входит в древесину, оно работает не просто как нож, а как миниатюрный высокоточный колун. То есть вот тут вот за счет вот этой выпуклости. За счет выпуклых стенок металл плавно раздвигает волокна дерева в стороны еще до того, как в ветку погрузится вся толщина лезвия. Это резко снижает силу трения о боковые стенки реза и, соответственно, значительно уменьшает физическое усилие, которое человек должен прилагать к рукояткам. Далее, в чем еще принципиальная особенность, это феноменальная живучесть режущей кромки. У обычного клиновидного лезвия режущая кромка очень тонкая и практически ничем не подпертая. При встрече с твердым сучком или при боковом перекосе руки ее легко согнуть или выкрашить. У хамагури-ба за режущим краем сразу идет массивный подвод из стали металла, на котором на самой кромке физически больше. Она подперта изнутри выпуклым телом лезвия. Такую кромку практически невозможно сколоть или замять даже при тяжелых силовых нагрузках. Но это возможно. Ну, по крайней мере, так вот теоретически японцы заявляют. Ну и третья особенность — это идеальный сход сока и смолы. То есть за счет полукруглой формы лезвие соприкасается с древесиной не всей своей плоскостью, а только в точке реза. Это значит, что вот этот липкий сок растений, клейковина и смола гораздо меньше налипают на металл в процессе работы. Секатор дольше остается чистым и не начинает вязнуть при обрезке жирной сочной лозы. Но есть единственный существенный минус у хамагури-ба, и он хорошо известен специалистам. Это недостаток этой геометрии в том, что
офигенная сложность заточки. Нельзя просто положить лезвие плашмя на брусок. Чтобы обновить заточку там вот этой ракушки, нужно вести лезвие по точильному камню плавными, плавающими вот такими движениями, дугообразными движениями, в точности повторяя вот этот эффект линзы. То есть, причем с одной стороны, потому что внутренняя сторона, вот эта вот внутренняя сторона лезвия должна оставаться идеально плоской для правильного прилегания. Повторюсь, то есть в данной ситуации такое лезвие у Ханакамагавы и у Кашина Коза. То есть вот такая вот штука. Дальше. Есть еще такая технология ламинирования лезвий. И называется она нимайгава. То есть это, как японцы позиционируют, японская мудрость в металле. Технология ламинирования лезвий нимайгава, это переводится как, буквально переводится с японского как два слоя кожи. Является одним из ключевых изобретений японской кузнечной школы и применявшейся еще при вковке самурайских мечей катана знаменитых. Суть технологии состоит в соединении методом кузнечной сварки двух принципиально разных материалов. Твердого режущего ядра, это вот это, и мягкой защитной обкладинки вот этой вот, то есть вот этого. Соответственно, твердое ядро, обычно тонкий слой инструментальной стали с высоким содержанием углерода, выходит непосредственно на режущую кромку и отвечает за остроту и ее долгое удержание. Мягкая внешняя обкладка из более вязкой стали или чистого железа накрывает твердое ядро снаружи и выполняет функцию амортизатора. Она принимает на себя изгибающие ударные нагрузки при тяжелом резе, не позволяя хрупкому твердому ядру расколоться. Эта конструкция позволяет одновременно достигать двух физических противоречий, свойств, которые в монолитной стали принципиально несовместимы: экстремальной твердости и остроты режущей кромки за счет вот этого ядра. И при высокой вязкости и стойкости к излому всего инструмента за счет вот этой обкладки. И именно вот ламинированием пользуется Кашина Коза и Акацун. Ханукамагава нет. Поэтому смотрите, получается, что вот почему Кашина Коза мне нравится. У Кашина, если сравнивать три секатора, у Кашина Коза есть линза, то есть вот этот вот хамагури, и у того есть. Но у того нет ламинирования. То, что есть в этом. То есть ламинирование, то есть вот это вот секатор, есть ламинирование, но нет эффекта линзы. У этого есть эффект линзы. У того нет ламинирования, есть эффект линзы. Опять-таки у него, вот у Кашина Коза это все есть. Вот почему. Ну и дальше будем говорить про сталь. Опять-таки вот этот вот секатор очень крутой секатор, короче. Так, что теперь? Чем отличаются еще японские секаторы? Я, наверное, сегодня долго буду, но давайте я поговорю. Почему бы нет? Кому интересно, тут послушает. Так, смотрите. Есть еще такое слово в японском языке, как кувагата даме. Что такое? То есть, вот этот вот традиционная вот эта вот японская защелка, которая существует и вот в том секаторе, и вот в этом, и в этом. То есть это защелка-фиксатор, которая расположена внизу каждого секатора, называется кувагата даме. Кувагата в переводе, ну не в переводе, оно просто у них нет перевода, у них обозначение у японцев.
а обозначает рог на шлемах самураев. И визуально напоминает лемех плуга. То есть это вот металлическая скоба, это опять-таки уход в традиции. Это рог на шлеме самурая. То есть вот они здесь ее и применили. Это опять-таки традиции. Вот поэтому в отличие от европейского стиля секаторов, вот, которые обычно располагаются в верхней части. Вот, кстати, вот здесь вот почему вот Чикамаса отличается. Это как бы европейский стиль. Кстати, у РС то же самое. То есть РС он более в Европу ушел, и Чикамаса в Европу. У РС у меня нет, и я не хочу. Не спрашивайте почему. Просто так. То есть о чем я остановился? У европейских находятся вверху, да? И они, в общем-то, от грязи застревают, они ломаются, их постоянно нужно чистить, случайно срабатывают, то японская нижняя защелка принципиально иначе она взаимодействует с рукой того человека, который им пользуется. Она открывается и закрывается одним движением, легким ударом. Кстати, опять-таки, смотрите, вот некоторые блогеры говорят, что вот Акацу, ну вообще вот эти секаторы, ой, неудобно, смотрите, у него защелка внизу. В этом вся и фишка, что у японцев эта фича, она должна открываться легким ударом о бедро, легким то есть вот это вот легкий удар о бедро или подбиванием мизинца. Вот так вот. Вот у них, и у меня так не получается, но подбивание мизинца, вот они мизинцем это все открывают. А в принципе, это у меня слабый, наверное, мизинец. А вообще японцы открывают вот так вот его, вот так вот подбивают и бедром открывают. Я на пластике не буду, но вы поняли, в чем суть. Точно так же и закрывает. Поэтому открывается и закрывается он тоже одной рукой, одним движением. Хотя люди об этом не знают и говорят, что это его минус. Это не минус, это дань традиции, это фича, это японцы его открывают одним движением, не рукой, скажем так. То бишь, и самое главное, что нижнее расположение фиксатора исключает случайное срабатывание там, в процессе быстрой обрезки в густой кроне. Это как заявляют японцы. То есть, что еще? Что еще, как японцы заявляют, это информация от самих японцев. То есть фиксатор, который боковой, иногда, то есть бывают вот такие, ну это японцы заявляют, я как бы не вижу проблемы, они говорят, что иногда вот, когда вы подбираетесь густую крону, этот фиксатор может там задеть ветку и закрыть вам его и тому подобное. Ну, кстати, вот допустим в Чикамасе вы не закроете, как бы вы ни хотели, то есть вот закрыть невозможно, пока вы не сложите лезвие. Но с другой стороны, если сложились лезвия и там какая-то ветка зацепила, то есть это японцы так позиционируют, оправдывая вот это вот нижнее вот это вот расположение вот этой штуки. Так, ну что, переходим к металлу. Сейчас я на паузу поставлю и перейдем к металлу. Я их всех открою. Я не знаю. То есть, так, по поводу металлов давайте будем сейчас разбираться. Так, все три стали имеется в виду, Чикамасу я пока не беру, я беру Акацун, Кашина-Коза и Ханукамагаву. То есть все три стали разработаны, то есть производятся японской компанией Hitachi. Это один из мировых лидеров в производстве инструментальных сталей высшего класса. А стали Чикамаса закупаются у специализированных японских сталелитейных концернов. И ключевым параметром, определяющим поведение стали на режущей кромке, является баланс углерода и легирующих элементов.
В общем, смотрите. Давайте так. Начнем с Акацуна и сталь. Полное описание стали. То есть Акацун — это широгами, так называемая белая бумага. Эта сталь производится на заводе Ясуги и называется белая бумага. И белая бумага происходит от цвета упаковочной бумаги, в которую Hitachi традиционно заворачивает готовые слитки. Каждый сорт маркируется своим цветом обертки. Вот почему белая бумага. Есть желтая бумага и голубая бумага. Сырьем для выплавки, вот для Акацуна, служит особый песок сатате, который использовался еще при традиционной выплавке стали в печах. Это предшественники современных доменных печей. Так, особенность широгами, то бишь вот этой ясуги белой бумаги, это не то, что в ней есть, а то, что в ней нет. То бишь, из этой стали методом многократной перековки и специальной очистки расплава полностью удалены сера, фосфор и другие вредные примеси, которые в обычной стали ослабляют структуру. В результате при закалке сталь формирует идеальную, очень мелкую и однородную кристаллическую решетку. И это позволяет затачивать Акацун до атомарной остроты, при которой угол схождения граней может быть экстремально острым, не вызывая заваливания кромки. Однако обратная сторона этой чистоты — это полное отсутствие легирующих элементов, которые в других сталях создают твердые карбиды, защищают кромку от истирания. Широгами острее всех, но при работе с абразивно-грязной корой лозы или ветвями, покрытые пылью, тупится быстрее, чем легированные аналоги. Именно поэтому ее принято ламинировать с мягким железом, вот о чем я раньше говорил. И полученная структура стойко переносит изгибающие нагрузки при сохранении непревзойденной остроты ядра. То есть, вот рассказал вам про Акацун. Так, теперь я расскажу вам про того, кого здесь нет. Ханука Магава. Так, Ханука Магава, он сделан из... сейчас, нет, давайте перейдем... Давайте из стали S58C. Это вязкий конструкционный монолит. Сталь S58C относится к классу качественных среднеуглеродистых конструкционных сталей. Она разработана не для создания сверхострых режущих кромок, а для изготовления деталей, работающих в условиях динамических нагрузок и требующих одновременно прочности и пластичности, такие как шестеренки, валы, пружины и кованый ручной инструмент. Умеренное содержание углерода не позволяет достичь экстремальной твердости, но обеспечивает главное преимущество — высокую вязкость и упругость. Эта сталь S58C обладает высоким пределом текучести. Она может слегка деформироваться под критической нагрузкой, рассеивая энергию удара, но не лопается. Когда кованый из цельного куска этой стали Ханука Магава встречает непредвиденное препятствие, там камень в коре, жесткий сухой узел, ну не знаю, что-либо, боковой перекос руки, то есть вы случайно быстро режете, лезвие слегка замнется, но не выкрошится. И, в общем-то, это, скажем так, прощающая сталь. И именно это качество делает ее первым выбором для профессионального инструмента, который эксплуатируется в тяжелых полевых условиях. Ну и переходим к стали Кашина Коза.
Кашина Коза у нас это сталь ICS-3. И это современная высоколегированная инструментальная сталь от Hitachi. Вот это Ясуги. Кстати, вот здесь вот написано, что это Ясуги сталь. Нигде, ни на одном секаторе вы не встретите, что это написано. Вот это единственное у него написано, что он сделан из Ясуги стали. Ни на Кацуне, ни на вот том, ну не написано. Вот тут именно написано. Так, смотрите. Hitachi разработала изначально вот эту сталь для высоконагруженных промышленных штампов. Фрез и там прецизионного режущего инструмента. Аббревиатура ICS расшифровывается как Yasuki Cut and Steel. То бишь ясугийская режущая сталь. Вот. То есть вот там на Ясуки нигде не написано, хотя некоторые продавцы ее, в общем-то, позиционируют как Ясуги. Но, кстати, нигде об этом не написано. Хотя это Ясуги. Так. Ключевое отличие вот этой YCS-3 от Широгами, вот от Такацуна, при сопоставимом содержании углерода наличие легирующих элементов хрома и ванадия. И вот эти добавки принципиально меняют поведение стали при закалке. Хром повышает прокалиемость и прочность металлической матрицы. А ванадий связывает углерод в ультратвердые карбиды ванадия. Эти карбиды равномерно распределены по всей структуре стали и действуют как микроскопические прочные шипы, защищающие режущие кромки от абразивного износа. Какой практический результат из этой теории? Короче, кромка у Кашина Коза из этой стали ICS-3 держит рабочую остроту при работе с жесткой сухой лозой, грязной корой и твердой древесиной в 2-3 раза дольше, чем кромка Широгами или вот того вот, то есть S58C. То есть он просто вот держит заточку дольше всех в 2-3 раза круче. И вот опять-таки, смотрите, заточку держит круче, плюс линза, плюс ламинирование. Ну, это сказка, а не секатор. В общем-то, вот эти все свойства делают ее абсолютным лидером по износостойкости среди всех вот этих вот 5 рассматриваемых секаторов. Но, есть одно но, как обычно. Обратная сторона – это трудность заточки. Карбиды ванадия и хрома не поддаются обычным природным камням и требуют синтетических водных камней или алмазных абразивов. То есть, соответственно, здесь очень трудно точить вот этот секатор по 2 причинам. Особенность стали и особенность вот этой вот линзы. Но вот такая вот штука. Так, что по поводу... Так, давайте так. Вот это вот по Роквеллу в итоге получается 60-61. Ханакамагава получается по Роквеллу примерно тоже 60-61. Вот он типа вот здесь, но на самом деле его здесь нет. Вот эти два 57-59, то есть, это тупо японцы, которые тупо европейцы, потому что европейцы 57-59, и у них как бы сложности с вот таким вот, там у того же FLK-8 знаменитым, ему далеко до вот этих вот 3 вот этих по Роквеллу. То есть 60-61, тот вот Ханакамагава тоже 60-61, а вот этот вот товарищ уже 62-63. То есть этот товарищ, красавчик, короче. То есть вот такой вот
Вот такая вот штука. Ну, то есть там High Carbon Steel, просто СК5, скорее всего, причем, ну и короче. Ну и теперь смотрите, давайте так, что в итоге? Удержание заточки на первом месте у нас Кашина Коза. Дальше, это вот теоретически, скажем так, по свойствам металла, по свойствам формы линзы и так далее, формы этого кромки. То есть стойкость к осколам. Стойкость к осколам у нас получается, что на первом месте Ханука Магава. То бишь он... Давайте я вот это не буду трогать. Это, грубо говоря, японский европеец, абсолютно ничем не отличающийся, поэтому я пока о нем говорить не буду. То бишь, смотрите, удержание заточки. На первом месте у нас Кашина Коза, на втором месте у нас Акацун, ну и как бы на третьем месте у нас Ханука Магава. Он очень быстро тупится, но в чем его фишка? Он очень быстро точится в полевых условиях обыкновенным камнем. Вот это его фишка. То есть это не убивайка, которая затачивается в течение короткого времени обыкновенным камнем в полевых условиях, но требует частой заточки. Этот тяжело заточить, но он просто охренительно, офигенно, извините за выражение, держит заточку. Ну, его очень трудно затупить. Этот на втором месте по удержанию заточки. Вот стойкость к осколам. Ну, осколом. Давайте так. Ханука Магава первое место. Вообще не убивайка. Этот на втором месте. Этот, ну, на третьем месте он может по свойствам металла и заточки очень, как бы, при неаккуратном, очень круто треснуть. Легкость заточки. Легкость заточки у нас на первом месте Акацун. На втором месте у нас Ханука Магава. А на третьем месте вот это. Ну, в принципе, это очень тяжело заточить. Коррозийная стойкость. Первое место у нас, вернее, последнее место. Вот этот ржавеет. Просто его на ночь оставьте где-нибудь на улице, не почистив. Он будет у вас в следующий день просто ржавый. Вот для того, чтобы он был таким, я применяю очень много всего. Буду говорить еще чего. Так, в принципе, они все ржавеют. Но вот этот круче всех. То есть Ханука Магава меньше всех из этих трех, этот середнячок. Так, ну давайте, что в заключении? В общем-то, в заключении, смотрите, для тяжелой ежедневной работы на промышленных виноградниках с минимальными паузами на обслуживание идеальны вот эти чикамасы. Причем, давайте Чикамаса. Чикамаса здесь вводной секатор, а вот этот вот секатор позиционируется как секатор ножницы. То есть его и для зеленых операций вообще круто. Я, кстати, что-то забыл упомянуть об этом. Это обыкновенный, легкий, классный обводной секатор, причем минимум ухода с европейским, скажем так, стилем. Очень легкий. Женский, скажем так, женщинам бы я посоветовал вот этот из японцев. И плюс секатор ножницы. Это не просто ножницы, это секатор. Причем, смотрите, если у него здесь вот есть зубчики, и плюс вот еще выемка для обрезки проволоки вот здесь вот. То есть это позиционируется как ножницы-секатор. Ну, проволоки вы понимаете какой, не проволоки, а так, проволочки. То есть Чикамаса это, скажем так, просто то, что жалко не убить. Ну, а это у кого фетиш ценителей традиционных японских секаторов, традиционного ручного реза, то есть готовых к регулярному уходу. Все это, конечно же, вот Акацун и так далее. Если требуется максимальный ресурс режущей кромки по сухой и жесткой древесины, Кашина Коза 200 на базе вот этой стали ICS-3, он, в принципе, обеспечит беспрецедентную износостойкость. То есть это такая крутая штука.
Но самое интересное, что вот эта крутая штука, она дешевле стоит, чем вот тот вот Ханука Магава. Но почему? Потому что, ну или я уже рассказывал, потому что тот полностью ручной работы, а этот тут ручной работы только вот эти части, а это вот алюминиевые ручки, они, видите, это машина, скажем, штамповка и так далее. Вот такая вот штука. Что по поводу ухода за вот этими инструментами? Смотрите, японцы там масло камелии и т.д. и т.п. Не тратьте деньги, если у вас японские инструменты. Но и ВД-40 тоже как бы это не то. В общем, чистка это оружейное масло. По-моему, Берестол лучше всего. Берестол, по-моему, называется. У меня оружейная штука итальянская. Очень круто чистит. И вот после каждого раза использования я чищу этим. Тряпочкой, там помыл с мылом их, скажем так. Потом вот этим домыл. И использую обыкновенное вазелиновое масло. Оно нейтрально к растениям. И я капаю и, в общем-то, вот так вот за ними ухаживаю. Масло камелии я не использую, использовать не буду. Это, в общем-то, ну его, это маркетинг. И мне есть куда деньги девать. Так что вот так вот. Ну что, скорее всего, сейчас перейдем к резу. Для того, чтобы вы понимали. Сейчас на паузу и дальше рез. Так, ну что, давайте я вам покажу, как, чтобы вы понимали, вот это вот знаменитый фискарс, да, это яблоня. Давайте, причем самое интересное, что давайте я вот покажу вам яблоню. Усилия прилагать очень, ну вот я уже напрягаюсь. О, бам. И в принципе вот вам вывод. Смотрите, заминает кору, если вы видите. Вот я понимаю, что некоторым, но вот замятие коры. Точно так же, допустим, для производства привитых саженцев, вот это замятие по подвою или что, это уже фигня. То есть вот я вам показал вот этот знаменитый, кстати, очень острый заточенный фискарс. Вот это замятие коры. Кстати, вы будете удивлены, что замятие коры есть еще и у многих. Так, берем вот это вот товарища, но то же самое. Я не беру их. Ладно, давайте поебу. Так, вот это вот возьму еще. Намного легче, чем фискарс. И самое интересное, вот видите, замятие коры, вот оно идет. Вот его видно. Так, ну что, акацун, смотрите, берем акацуна. О, видите, просто выстрел. Все чисто, все хорошо. Блин, мне вот просто, ну, разница просто феномен. У меня был как бы европейские секаторы, то есть эти дуи-буи, фелки и так далее. Но это, кстати, листик, смотрите листик. Этот секатор уже резы делал много. Смотрите на листик. Опа. Вот она вам, этот товарищ по листикам. Вот вам акацун. Заминания я не вижу. То есть все нормально. Так, очень жалко, что у меня нету этого, того, которого нету. Ладно, давайте смотрите тот же Чикамаса. Такие же не проблема листики. Давайте яблоню. Пам. И вот оно уже заминание коры. Вот, смотрите. Вот, видите, это я же говорю, это не то, что как бы... Хотя вот здесь нету, то есть... А вот оно есть. То есть это обыкновенный европеец в японском производстве. Хотя он тоже крутой. Так, берем вот этот, смотрите, секатор, ножницы. И вот чпок. Вот оно заминание. В общем, смотрите. У этого тоже заминание есть иногда. Это тоже. У Ханука Магавы тоже есть. А вот у вот этого товарища ее нет никогда. Вот просто никогда. Вот вы посмотрите на толщину. За счет вот этой вот толщины у него очень толстый вот эта вот штука. И
Вот она просто... Вот чпок. Вот смотрите. Но вот такие вот операции, это не для него. Это для него как бы такое... Ювелирная операция — это акацун. То есть это скальпель, это куда-то залезть, это вот акацун, это ювелирка. Так, что я вам еще скажу? Давайте я сниму. Теперь сюрприз. Смотрите, вот эти секаторы покупались в Японии. И сейчас на рынке вот это стоит, по-моему, 2500, 2600, 2700, акацун, да, там. Вот этот секатор в Японии покупался на гривны 750 гривен. Ханука Магава, он на нашей, у нас он что-то под шестерку стоит, где-то под пятерку гривен. Там он стоит около 2000 гривен. И вот этот секатор примерно стоит 1500 в Японии. Вот такие вот цены у нас и вот такие вот цены в Японии. Вот это вообще как бы копейки стоит. Хотя у нас опять-таки там, я не знаю, сколько он, наверное, по 2000 стоит. Все это сделано, куплено в Японии. То есть, чтобы вы... То есть, вон они. Ну, здесь не видно. То есть, чтобы вы понимали, вот этот акацун именно покупался за 750 гривен в Японии. Скажем, он-то в йенах покупался, но чтобы вы просто понимали, какие цены у нас и какие деньги у нас за это снимают. Так что вот так вот. В общем, смотрите, какая штука. Нет идеального секатора. И вот этот хороший, и вот этот, и вот этот, и даже вот этот. Смотря для каких случаев и под что их применять. Вот этот секатор у него для него особый случай. Вот это, скажем так, ежедневные. Акацун, вот у акацуна тоже свои как бы случаи. То есть это молодые побеги и так далее. Еще одно уточнение. То, что блогеры показывают вот 2 сантиметра, 2,5 сантиметра и тому подобное. Секаторы — это такая штука в Японии, у которых изначально как аксиома забита срез до 1 сантиметра. Все, что больше сантиметра, они используют другие инструменты. Поэтому, когда люди начинают резать 2, 2,5 сантиметра, 3, давайте попробуем 1,5 даже, они рассчитаны все на сантиметр. Все, что больше сантиметра, японцы используют другие уже абсолютно инструменты для обрезки тех или иных вещей. Поэтому, когда люди начинают измеряться размерами и говорят, у меня секатор 1,5, 2, то есть это все глупости. И по глупости все это делается. Убивайте секаторы. Секаторы до 1 сантиметра. Хотите, критикуйте меня, хотите, нет. Есть такая фирма Табишу. Так вот, в Табишу делался официальный запрос на их официальную компанию, на их завод. Табишу классные секаторы. Блин, я хочу себе Табишу, но у меня пока... хочу себе Табишу. Там я хочу. Так вот, в Табишу на завод делался официальный запрос. И Табишу официально ответила: не более 1 сантиметра. И любой производитель вот этих вот секаторов вам ответит то же самое. И этих тоже. Все, что больше сантиметра, секатором, скажем так, теоретически секатором обрезать нельзя. Если вам не дорог ваш секатор, вот как этот мне, я вот этим режу все, что угодно. Но вот этим я резать больше сантиметра не буду. Потому что, не буду. А особенно вот этим. Поэтому вот такая вот штука. Я как бы немного этим вопросом занимался. И теоретически. Так что немного информации у меня есть. Еще раз, у меня по японскому инструменту фетиш.
ну просто, скажем так, как коллекционер. Поэтому советовать ничего не буду. Я просто рассказал. Честно говоря, для ежедневной работы вот этой Чикамасы очень удобная, очень крутая, достаточно. Все вот это уже, вот это, особенно если покупать в Украине, не стоит, потому что не те деньги. Еще раз говорю, 750 гривен, а в Украине 2600. И все остальное точно так же. Поэтому вот такую Чикамасу взять. И поверьте мне, FLK8 не нужен, потому что Чикамаса это абсолютно ничем по качеству среза не отличаются. Это вот FLK8 там или кому там еще, вот до вот этих очень далеко. Это мой вывод. А вот это вот японский вариант FLK в другом дизайне и стоит намного меньше. Критики не надо, я высказал свое мнение, никому ничего не навязываю, ничего никому не рекламирую, я просто показал то, что есть у меня, почему. И, честно говоря, в большей степени, еще раз вам говорю, это фетиш, просто фетиш. Можно работать и вот этим. И когда вам говорят, самый лучший секатор, другие не покупайте, вот это тоже крутая штука, если ее наточить и нормально за ними ухаживать, чтобы ржавчины не было. Как это, в принципе, делаю я. Обыкновенный там трупер за 400 гривен. Всем удачи, жму ладонь. Заплющ очі, відпусти цей час, хай буденність зникне навколо нас. Тихі кроки в глибину душі, де народжуються дивні вірші, там, де сонце не знає межі, ти малюєш свої міражі. Закрий очі і просто уяви світ, де немає болю й трави. Лише небо прозоре й палке, і майбутнє легке та м'яке. Закрий очі і просто уяви, як збуваються мрії твої. Уяви шепіт теплих морів, колір ранку ще не догорів. Ти володар своїх таємниць, серед сотень незнаних границь. Кожен подих – це новий політ. Ти створюєш власний всесвіт і міць. Закрий очі і просто уяви світ, де немає болю й трави. Лише небо прозоре й палке, і майбутнє легке та м'яке. Закрий очі і просто уяви, як збуваються мрії твої. Все, що ти бачиш, це твоя сила, твої думки розгортають вітрила. Просто уяви, заплющ очі